Привет, с вами Алена, и сегодня у нас будет случай от подписчицы. Помните, я просила вас скидывать на почту фотографию ваших проблем с описанием. И вот одна девушка, которая скинула свою проблему, мне ее случай показался очень интересным, и мы ее пригласили на процедуру. Кстати говоря, ссылочку на почту все оставлю под видео. В общем, что мы имеем? Естественно, у человека есть проблема, как вы видите, ногти скручиваются, они вырастают, и, конечно же, больно ходить. Но это, на мой взгляд, не самое страшное из того, что произошло с ее ногами. Дело в том, что генетически у девушки очень длинные пальчики. Наверное, вы успели заметить, они немножко напоминают пальцы на руках, то есть длиннее, чем у большинства. Но я думаю, что это заложено генетически, это уже как бы вопросы к маме с папой. Но проблема в том, что она неверно подбирает обувь. Это видно по изменением ее пальцев ног. Так уж сложилось, что именно второй пальчик, а не первый, у нее длиннее, чем все остальные. А обувь, скорее всего, она выбирает по первому, а может быть даже чуть меньше. И тем самым получается так, что когда она одевает ботиночки, у нее второй пальчик сминается чуть дальше. На второй ножке Лена продемонстрирует, как выглядит сжатый и смятый пальчик. И, в общем, что мы будем делать? Естественно, сейчас все зачистим. Кстати говоря, за работой мастер Елена производит сейчас зачистку. В данном случае вычищается все подногтевое содержимое, все, что там скопилось, все, что мешает и давит на ногти. Обязательно истончается ногтевая пластина для того, чтобы легче происходило ее дальнейшее раскрытие, потому что мы планируем ставить коррекционную систему, титановые нити, а вы как раз просили посмотреть, как же это выглядит. Вот сегодня все это и покажем. Главное достать все ненужное. А по поводу титановых нитей, тут на самом деле такая забавная история. Я не знаю, знают ли все остальные, но мы, мастера маникюра, много сперли у стоматологов. Мы у них все позаимствовали. Начиная с фрез, которые они, кстати говоря, зовут борами. Вот, сейчас продолжу. Вот обратите внимание, видите красное пятнышко? Пальчик искривляется из-за того, что в обуви ему приходится мяться. Видите, как он выглядит? То есть пока он мягкий и подвижный, еще можно сделать ей ортоз или обратиться к ортопеду и, в общем, хоть как-то это выровнять, потому что с возрастом это будет болеть все больше и больше. В общем, мы ей посоветовали в срочном порядке пойти к ортопеду, сделать правильные стельки, возможно, какую-то индивидуальную обувь. Но, в общем, врач ей должен здесь посоветовать, потому что спасти эти пальчики еще можно. Они все еще мягкие и разгибаются. А вот когда они задервенеют и разгибаться не будет, вот тогда будет вот беда. Ну так вот, теперь вернемся к тому, что же мы, мастера маникюра, наворовали у стоматологов. Первое – это фрезы, которые на самом деле называются боры. И когда ты приходишь в стоматологический магазин купить фрезы, на тебя вообще косо смотрят. Поэтому я больше туда не хожу. Я, слава богу, нашла Magic Bits. Вот. Дальше. Вот эта вот палочка-ковырялочка, она же кюретка, она же тампон-держатель. В общем, мы ее палка-ковырялка называем. Это тоже такая штука, которую стоматологи используют. Они то они в зубах ей поковыряют, чтобы кариес проверить, то они ей композит набирают. Они на самом деле разные бывают и делятся на разные названия. Но для нас, для мастеров, для тупеньких, как это принято считать, да, это все палочка-ковырялочка. Кстати говоря, твердосплавные фрезы тоже используют, но, правда, это делают не на живых зубах человека, а когда создают протезы. Они там ими обтачивают. Там вообще очень много разных боров, которые мы еще не все используем. Ну и дальше сама установка коррекционной системы – это просто все, что используют для брекетов, то мы и взяли. Значит, изначально у нас идет кислотный праймер. Дальше идет что-то типа базового покрытия, которое точно так же наносится на зубы. Все это дело засвечивается специальной лампой. Она тоже то ли LED, то ли F, какие-то там у нее световые волны. Честно, я не запоминаю это и не хочу. Прям вот достаточно информации в моей голове, кроме как запоминать, какие там лучи у этой лампы. Но точно такой же лампочкой вам в рот будут светить у стоматологов. Вот. А дальше Лена наносит вот такой вот шарик композита. Это белая субстанция. В общем, это гель, на самом деле, в тюбике, который такой же светоотверждаемый, как мы используем. Но по мне он какой-то более прочный. Конечно же, там нет никаких самовыравнивающихся свойств, потому что он предназначен для того, чтобы его затыкивать им, дырки в зубах наши. Вот. То есть это то, чем ставят пломбы. Вот сейчас же делают световые пломбы. Это вот оно самое.
Ну и непосредственно сама вот эта вот металлическая титановая нить, которая используется в брекет-системе, как раз-таки ей эти самые зубы и двигают, то есть устанавливают скрепление на зубки, и все это соединяется вот этой ниточкой, которая имеет тенденцию к распрямлению, то есть к тому, чтобы прийти в свою изначальную форму. А ноготь здесь очень загнутый и арочный. То есть мы наклеиваем ниточку, и она все время пытается распрямиться, тем самым тянет ноготок, и так и происходит исправление. Ну и, конечно, наносится эта самая нитка чуть ближе к ростковой зоне, туда, где ноготь помягче. В общем, вот такую обработку пока выполнили. Будем смотреть, какая будет динамика. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч. Не забывайте подписываться, ставить лайк и, конечно, комментировать. Мне всегда приятно читать ваши комментарии. Пока-пока.